Итак, добрый день, всем привет. Сегодня я вам хочу показать, я собираю сверлильный станок, дорабатываю, и решил поставить на него трехфазный двигатель с конденсаторным запуском. Для этого, чтобы пускать от конденсатора, нужна пусковая кнопка, вот такая вот. Но так как это советский образец, но они сейчас и в продаже такие же есть. Мне захотелось поставить вот такую. И я вам сегодня покажу, как с этой кнопки сделать пусковую. То есть она на одно положение только, на положение включения, и все. Как сказать, пусковой не сделаешь ее, именно как она сейчас есть. У меня купило то, что у нее после включения, вот я ее включил, еще есть дальше свободный ход, куда надавливать. Значит, если изменить там положение контакта внутри, то можно будет сделать из нее пусковую. Сегодня я вам покажу, как я это сделал. Она на 10 ампер. Вот. И 1 киловаттный двигатель у меня 1,1. Она запросто на него пойдет. Она у меня стояла на 2 киловаттном. Нормально работала. Только для этого нужно трехфазную кнопку. То есть на 3 выхода, на 3 фазы. Можно и будет на 2 фазы переделать. Но тогда один провод вам придется пускать напрямую мимо кнопки этой. А так у нас будет рабочие провода выходить, и одна будет пусковая. Сейчас я разберу и покажу, как это быстро сделать. Если вы слышите какой-то хруст, просто я снимаю сегодня видео на улице, на снегу. И уж извините. Так, вот эти вот защелочки. Не хотят китайцы делать на болтиках нормальные крепления. Всегда защелки только. Любой. Я кнопку с фрезера разбирал. Везде у них защелки. И главное в этот момент, чтобы когда будет отщелкиваться, все это не повыскакивало. Устройство там, которое есть. Надо это делать аккуратно. И чтобы защелки не сломать. Одну сторону отщепил. Против солнца я плохо вижу, извините, что я вам показываю. И теперь следующую сторону. Еще сегодня мороз, как бы это все мне не поломать. О, пошла. Так, видно, да, наверное, вот. Отщеперил, начал отходить. И теперь просто вынимаю. Устройство простейшее. Планка, на которой ходят 3 контакта. И все. Тут включение также. Включил, выключил. То есть вот получается включенное положение. Так. Вот оно, включенное положение. А вот еще есть возможность дальше надавливать. И вот этим я сейчас воспользуюсь. Так. Планку достаю. Смотрите, чтобы пружинки не повыскакивали. Штучка полезная. Вот, у меня видно, что 2 контакта, вот они рабочие были. Они стояли у меня на однофазном двигателе. Этот контакт третий вообще еще ни разу не работал. То есть я при вас это делаю. И, в общем-то, в следующем видео, когда буду запускать сверлильный, я, конечно, это покажу. Как работает эта кнопка. Кто хоть чуть-чуть понимает в электричестве, понимает, что она будет работать. Так, теперь нам нужно что сделать. Вот этот контакт, поменять с этой пружинкой местами, чтобы контакт был вот здесь сверху. Сейчас я произведу эту манипуляцию и дальше вам покажу. Вынимаем контакт отсюда. Только так, чтобы не потерять пружинку. А то на этом видео закончится. Вот. Контакт снял. Вот она пружина в колодке. Вынимаю полностью пружину. Полностью. Кладу ее на стол. Теперь сюда ставлю контакт. Как он есть, контактами кверху. Поставил контакт. Он здесь ставится, все нормально получается. Дальше ставим пружину. Теперь уже сюда. Видите, да, положение? Как на вот этих контактах
Здесь наоборот. Кто-то скажет, разговаривает как с детьми. Простите, пожалуйста. Так, вставляем пружины, которые у нас были внутри. Одна, вот она вторая. Есть. Ну и теперь смотрим здесь, чтобы не перевернуть ее, колодку наоборот. Ну то есть, тут-то маркировка есть, 1, 2, 3. Ну я просто знаю, что у меня не работал третий. Контакты чистые, и здесь чистый контакт. Значит, вот так вот и собираю. Просто вставляю колодку назад. Вот таким макаром. И теперь переворачиваю. У меня получается контакт сверху. Именно третий контакт, он получается сверху вот этот вот. То есть при включении он не срабатывает. Когда на него надавливаю, он срабатывает. Ну сейчас я соберу ее и тестером мы это все дело проверим. Собирать-то проще, чем разбирать, как ни странно. Или я перехвалился. А, вот эта вот белая колодочка, надо же ее попасть еще. Ну. Да заходишь ты. Ну тут можно и перевернуть, тут без разницы. Можно вот так. Нет, наискось становится. О, надо было на кнопку нажать. И теперь все это дело я собираю обратно. Все встало на свои места. Все, кнопка на месте. Как была, так и осталась. Все работает. И вот теперь при этом включении замыкаются два этих контакта. При надавливании на кнопку замыкается вот этот контакт. Сейчас я вам паузу включу, чтобы времени не занимать. На эти болты прикручу контакты мультиметра. И покажу вам, как это работает. Сейчас сначала покажу вам, как работают эти контакты. Вот, включил. Есть. Что это контакт? Вот, есть. А на этом нету. 0. И он сработает только когда я надавлю на кнопку. Сейчас прикручу и покажу. Ну так, продолжаем. Все, прикрутил я к третьим контактам щупы. Мультиметр видно вам. Но он в режиме прозвонки, он будет только зумер давать. Я думаю, слышно будет камеру. То есть теперь при включении зумера нет никакого. При дальнейшем нажатии слышите зумер. То есть именно вот сейчас при нажатии срабатывает контакт. При отпускании ничего. Если просто так я нажму, теперь при включенном, 220, при напряжении, короче, вот так нажму, у меня двигатель будет просто гудеть. Мне нужно будет для запуска, нажал, запустил, отпустил, и все, он работает. И выключил. Вот такие дела. Сегодня короткое видео, простое, просто это так спонтанно все пришло в голову. При делании одного идея пришла об этом. Поэтому решил показать быстро, пока ничего не забыл. Да и тем более я ее поставлю на станок, и потом снимать, разбирать не так интересно. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующее видео будет о доработке сверлильного станка. Установка трехфазного двигателя мощностью 1 киловатт. И возможно сразу замена патрона 13 на 16. Всем пока, удачи. Вот она, родная кнопка со сверлильного. И я ее не рискну разбирать. Я не знаю, с ней, наверное, такой фокус не пройдет. Так как я со сверлильного снял движок, поставил другой, то я решил, что мне эта кнопка пойдет еще вот туда, на движок этот, то есть на какую-нибудь доработочку. Я хочу с него заточный станок сделать с изменением скоростей, чтобы шкивы остались все. А вот эта кнопка, вот она, технологическая дырка под кнопку родную. И эта кнопка становится, можно сказать,
идеально. То есть ее можно будет так, но так тогда щелки останутся. А вот так, ну или вот так вернее, вот так, и она даже сойдется по вот этим вот отверстиям родным, старым почти. Ну может нет, ну то просверлю, не страшно. И получится вот так вот. Намного эстетичнее, чем вот это вот советский образец. Да, они мощнее, они долговечнее, но это не такой инструмент, в котором надо ставить именно такую мощную кнопку. Для этого пойдет и такая. То есть тут же китайская работает на сверлильном станке. Проблем с ней не было у меня. Так что я думаю, это все сработает. Все, теперь уже точно пока. Всем до свидания. До новых встреч.